Давайте сегодня попробуем поговорить о том, как идет война в Украине и какие у нее цели для России. И чем все это может для нас с вами, граждан России, закончиться, ну и для нашей страны в целом, чем это неизбежно все закончится. Российское Министерство обороны впервые назвало цифры потерь российских вооруженных сил. Назвали 498 человек убитыми и 1597 ранеными. К сожалению, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Украинская сторона утверждает, что убитых россиян почти в 20 раз больше, около 9 тысяч. Конечно, мы не можем ориентироваться ни на одну, ни на другую сторону в данном случае. Одни склонны преуменьшать, другие преувеличивать, и в обе стороны это по-разному. Вчера, например, ночью NBC со ссылкой на неназванные источники западных чиновников говорили о 6 тысячах погибших с российской стороны. Но давайте на минуту представим, что Российское Министерство обороны вдруг говорит правду. Это значит, что на войне с Украиной убиты уже 498 солдат российских. К тому же данные Минобороны не учитывают убитых сотрудников Росгвардии, например, которых тоже в войне участвует много. Они, например, совершали бросок на автозаках на Киев, во время которого понесли большие потери. Также это все не учитывает военнослужащих армий ДНР и ЛНР, то есть в любом случае погибших намного больше. Более 500 россиян, а скорее всего несколько тысяч россиян, лишились жизни абсолютно без всякой причины. Все они молодые, физически крепкие мужчины, которые могли бы принести очень много пользы и себе, и своим семьям, и нашей стране. Это я даже не говорю, что у них остались жены, дети, родители, для которых потеря близкого человека – величайшая трагедия в жизни. А есть еще 1600 раненых, опять же по официальным данным, на самом деле намного больше. Многие из них, к сожалению, останутся инвалидами и навсегда потеряют здоровье. Кроме того, по данным Минобороны, погибли 2800 украинцев. Как мы собираемся дальше выстраивать отношения со страной, в которую абсолютно без всякой причины пришла наша армия и убила, по своим же подсчетам, почти 3000 человек за неделю? Только потому, что эти люди вышли на защиту своей земли и служат там в вооруженных силах. Причем убийство украинских солдат преподносится на брифингах Минобороны как достижение. Мол, конечно, у нас погибло столько-то солдат, но у них-то мы убили сколько-то. Это вообще что такое? Опять же, скорее всего, все цифры намного выше. Но даже если представить себе, что они такие, как объявляется, то это уже огромная катастрофа. В Первой Чеченской войне Россия потеряла убитыми 5700 человек. Эта война стала национальной катастрофой, психологической травмой для целого поколения. Именно эта травма во многом привела к власти Владимира Путина, главной задачей которого в первые годы президентства стало замирение Чечни любой ценой. Любыми деньгами, любыми уступками, лишь бы не было войны, и с Кавказа перестали приходить гробы. Чеченская война длилась 631 день. Конечно, подобные математические выкладки вещь довольно условная, но все-таки нужно посчитать. В Чечне армия теряла в среднем по 9 человек в день. Сейчас даже по официальным данным теряет по 100 человек в день, а в реальности, возможно, мы уже потеряли больше солдат, чем за всю Чеченскую войну. Понятно, что война в Чечне не была одинаково насыщена боями и сражениями. Были и обострения, и длительные периоды затишья. Однако каждый пятый убитый российский военнослужащий в годы Чеченской войны – это тот самый новогодний штурм Грозного и все, что последовало за ним. Сейчас же армия не брала штурмом еще ни один крупный украинский город. Я надеюсь, что и не будет больше пытаться штурмовать города. Но здесь важно то, что мы и без этого несем чудовищные большие потери. Россия терпит сейчас самую большую катастрофу в 21 веке. Мы напали на соседнее государство, с которым нас объединяет общая история и культура, в котором многие люди говорят на русском языке и считают себя русскими. Напали абсолютно без повода и без причины. Просто руководствуясь какими-то странными представлениями Владимира Путина об устройстве мира и прикрываясь его псевдоисторическими рассуждениями. И в результате всего за несколько дней убили тысячи человек, как своих соотечественников, так и украинцев, и устроили бомбардировки мирных городов, стреляя ракетами по жилым кварталам. Этому нет никакого оправдания. В учебниках истории будущего рассказ о событиях 22 года должен печататься на страницах черного цвета. Что касается количества пленных, российская Минобороны вообще не сообщает, сколько наших военнослужащих находится в плену. Во вторник Генштаб Вооруженных сил Украины называл цифру в 200 пленных россиян, и такая оценка выглядит довольно адекватной.
Москва утверждает, что захватила в плен 572 украинца. Надеюсь, что все попавшие в плен, и россияне, и украинцы, благополучно вернутся в свои дома и будут жить нормальной полноценной жизнью. В украинских телеграм-каналах сейчас очень много видео с пленными. Многие видео выглядят так, как будто с ними обращаются нормально, по-человечески. Но я не хотел бы, чтобы вы обманывались гуманной картинкой. Заканчивается лишь первая неделя войны. Путь взаимного озверения, который неизбежно проходят люди на любой большой войне, еще впереди. Пока все живут головой еще в мирном времени, они видят перед собой самых обычных людей, парней, которых встречают на своей улице каждый день. Эти люди воюют, но это все еще мирные люди. Спустя самое короткое время, когда войска и граждане Украины осознают себя посреди крови, смертей и разрушений, когда у каждого появится личная история. Убили родственника, друга, соседа, разрушили дом, школу, в которой учился. Таких гостеприимных картин с беляшами и чаем больше не будет. Есть малоизвестный факт о Брестской крепости. Ее защитники не только героически оборонялись, но даже умудрялись брать пленных. Даже в самый первый день войны, 22 июня. Александр Санин, один из защитников крепости, оставил подробные воспоминания. И вот он пишет о том, как первого пленного немца по-дружески хлопали по плечу и предлагали вместе закурить. Спустя всего несколько дней люди, насмотревшись на кровь, на погибших, пленных казнили без промедления, причем самыми варварскими методами. Война никого не делает лучше и человечнее. Война – ежедневное созерцание убийств, девальвирует человеческую жизнь. Она ломает людям психику, причем часто ломает безвозвратно. Вчерашние бармены в хипстерских бородках, крупнейший грех которых еще вчера был виски в коктейль не долить, без раздумий и жалости будут расправляться с врагом. Поэтому не обманывайтесь тем, что война и плен в этих роликах выглядят не как война и плен, а как административное задержание за распитие на парковой лавочке. Война и плен всегда выглядят одинаково и очень скоро сильно изменятся. Путин открыл ворота в ад. Он поставил миллионы людей на путь расчеловечивания. Те российские солдаты, которые попали в плен сейчас, в отправной точке этого пути, несомненно, выиграли лучшую лотерею в жизни. Сейчас я вижу некоторые вопросы, стоит ли беспокоиться за родственника или друга, который работает в полиции города Омска, или такие вот вопросы, ну или служит в вооруженных силах, но типа пока еще вроде в Украину не отправлен. Так вот, беспокоиться стоит. Есть множество сигналов о самых разных людях, которые отправляются на войну, о подразделениях Росгвардии из Дальнего Востока, о каких-то связистах и людях, которые раньше выполняли вообще административную работу. В основном мы можем понимать это все из рассказов пленных, и пленные есть самые разные. От 19-летних ребят до бывших офисных работников силовых структур. Ситуация сейчас такова, что любой человек, работающий в силовых органах, завтра может оказаться на войне. Причем вы об этом можете не узнать, и его могут проинструктировать вам ничего не говорить. Он может отвечать вам по телефону, что с ним все в порядке, и что он на месте своей службы, а сам он уже может быть в Белгороде и готовиться отправиться на фронт. И уж, конечно, тем более любой солдат может оказаться там, а также в любой момент времени может быть объявлен массовый призыв граждан на службу. Идет война против регулярной армии большой страны. Война захватническая. Российская армия в ней нападает, действуя на чужой враждебной для себя территории. Такая война требует очень много загубленных и покалеченных людей ежедневно. И эта война может прийти за всеми, а уж особенно за работниками силовых структур. Так что да, беспокоиться надо. Мы уже как-то говорили и проговорим еще раз. Успех любой войны, независимо от того, насколько она аморальна, начинается с хоть какой-то поставленной цели. Цель — это что-то конкретное и конечное. А еще цель должна быть в принципе достижима военными средствами, если уж глава государства рискнул прибегнуть к своим вооруженным силам. Во всем том словоблудии, которое Путин обрушил на россиян, прежде чем обрушить снаряды и ракеты на украинцев, нет ничего такого, что можно было бы назвать целью войны. Что, например, значит демилитаризация Украины? Вот как это понимать? В какой форме демилитаризация должна была произойти? Каким способом можно демилитаризовать независимую страну, кроме как в тяжелейших боях уничтожить ее большую и хорошо вооруженную армию? И как обеспечить демилитаризацию на территории страны, которая больше, чем Франция, если, по словам самого Путина, полная оккупация Украины не планировалась? Пойдем дальше. Что такое денацификация Украины? Если никаких нацистов, в принципе, нет в Украине у власти. Они даже не прошли по спискам в Верховную Раду. Притом там националисты, их и нацистами это не очень-то назовешь, но и все равно не прошли. Денацификация в данном случае это тоже не цель,
а какой-то абстрактный процесс, который непонятно как проводить. Что, прогнать каждого украинца через фильтрационный лагерь и спросить там, как он относится к Бандере и Шухевичу? Цель войны требует конкретики, а ее нет. Тем более не звучит как цель войны желание Путина защитить россиян от западных ценностей, которые противоречат самой природе человека, он так ведь и сказал. Это, я так понимаю, он гомосексуализм имел в виду, которым почему-то он очень обеспокоен. Он что, решил бороться с гомосексуализмом танками и бронетранспортерами, вторгающимися в Украину? Ну не совсем ли ку-ку? Если Путину так хотелось поручить Украину за Майдан, то где же он был все эти 8 лет? За это время в Украине власть уже поменялась. Владимир Зеленский и его партия уже сами победили на выборах тех, кто пришел к власти после Майдана. Ни легитимность Зеленского, ни легитимность его партии к Майдану никак не восходят. Если так хотелось отодвинуть от России НАТО, то метод был выбран какой-то странный. Теперь уж все в НАТО захотят немедленно присоединиться. Конечно, результат будет обратным. В альянс сейчас захочет вступить Финляндия, и тогда граница НАТО пройдет всего в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Конечно, ничего страшного в этом нет. НАТО никогда нам не угрожало, и никакой проблемы в том, чтобы оно оказалось рядом, никогда не было и сейчас нет. Но уж если вдруг была цель не допустить приближения НАТО к границам России, то средства-то к достижению этой цели не ведут, а ведут как раз к противоположному результату. Если Путин так переживает за спасение русских в Украине, то он мог бы для начала попробовать в них не стрелять, дать им спокойно жить, а не нападать на Украину. Русские харьковчане и мариупольцы вовсе не просили, чтобы кто-то их спасал снарядами и ракетами, падающими на их дома, ну или рядом. Эти рассуждения можно продолжать очень долго, потому что Путин, обосновывая свою маленькую победоносную войну, очень много всякого наговорил. Но вот что характерно, ничто из этого не было целью войны. Были философские конструкты, исторические обиды, инфантилизм на уровне «ну если западники бомбили чужие страны, то почему же мне нельзя?». В речах Путина было все что угодно, вплоть до откровенной ахинеи, но только не цель военных действий. А там, где нет цели, не может быть никакого понимания, в какие сроки несуществующая цель будет достигнута, и какие силы понадобятся для ее достижения. Характерно, что накануне начала войны не только российские военные эксперты, но и само Украинское Министерство обороны говорило о том, что Россия не стянула к границам Украины достаточных сил для ведения полномасштабной войны. Поэтому присутствовало определенное успокоение. Даже имея техническое преимущество, невозможно напасть 150 тысячами солдат на вторую по площади европейскую страну, у которой есть регулярная армия численностью в 260 тысяч человек. Для нападения нужно гораздо больше войск и совсем другие запасы материальных ресурсов, продовольствия. Иначе не создать необходимого перевеса на участках главных ударов. Иначе при продвижении вперед некого будет оставить в тылу, нечем будет снабжать войска на передовой. Непонятно, на что рассчитывает армия, нападающая в таких условиях. Однако она все-таки напала. Если самые первые ракетные удары были нанесены российской армией как по учебнику, были уничтожены склады, аэродромы и установки ПВО, то дальше, по ходу развития наступления сухопутных войск, все пошло не так. Вооруженные силы Украины не захотели демилитаризовываться и оказали сопротивление. И такое чувство, что этот факт, очевидный факт, страшно удивил кремлевских стратегов. Кажется, что там думали, что Зеленский после авиаударов немедленно объявит о капитуляции и уедет из страны. Но он сделал нечто совершенно иное. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Украине! При этом, обращаю ваше внимание, мы все последние дни наблюдаем, как упорно от российского вторжения обороняется более пророссийский, когда-то в прошлом, восток Украины. А есть еще огромная территория к западу от Днепра. Там сейчас не идут бои, и точно формируется уже второй эшелон обороны Украины. Там наверняка готовятся свежие соединения украинских вооруженных сил. Именно туда идут иностранные добровольцы и военные поставки со всего Запада, своего рода новый ленд-лиз. Российская армия сейчас испытывает большие проблемы на востоке Украины.
Нужно как-то выстраивать логистику, снабжение в условиях, когда война может сильно затянуться. Часть снабжения идет через территорию Беларуси, чьи армии и таможни напрямую российским генералам не подчиняются, а часть через Крым, который естественным образом образовывает бутылочное горлышко. Часть с востока, где это еще сложнее, потому что Украина уже много лет ведет там войну. Параллельно с этим очень тяжело идет дело со взятием больших городов. Потому что есть две опции. Или идти на штурм и брать кварталы ценой больших потерь, или просто осаждать их и разносить артиллерией и авиацией вместе со всеми мирными жителями. И то, и другое приводит к огромным жертвам. И я опять же напоминаю, что эта агрессия вообще без причины. Это ни зачем не нужно. Мы разрушаем русскоязычные города, которые при любом исходе войны, все, что будут хотеть в ближайшие лет 50, это быть как можно более высоким забором, отделенными от России, и как можно в более враждебном России альянсе военном состоять. И это все пока только на востоке. В это время по ту сторону Днепра могут происходить какие угодно перегруппировки и мобилизации. Предположим, российская армия возьмет Киев. Ну дальше-то что? Война на этом не закончится. Еще половина Украины будет готова и мотивирована сражаться со свежими силами и переданным с Запада вооружением. При этом руководство Украины будет прекрасно понимать, что чем сильнее затянется война, тем больший урон понесет Россия. Как на поле боя, так и, что еще важнее, от беспрецедентных санкций. Каждый новый день войны будет работать против России. Так почему Украина должна немедленно капитулировать? Тем более, что на момент съемок этого видео и Киев-то пока никто даже и близко не взял. Но даже если российской армии каким-то образом удастся взять Киев, даже если потом армия России будет целиком переброшена в Украину, чтобы ценой страшных потерь и многочисленных городских боев оккупировать всю ее территорию, дальше-то что? Когда Путин определял, да недоопределял цель войны, он представлял себе хоть как-то картину послевоенного устройства? Посадить своего человека, например, Януковича, в Киев и держать его у власти силами гарнизонов, расквартированных в каждом городе Украины? Если это вообще возможно, то сколько так может продолжаться? России всю свою армию надо будет направить, чтобы удерживать территорию и бороться с партизанами и защищать коллаборационистскую власть. И чтобы что? Чтобы марионеточное правительство рухнуло в лучшем случае через 2 дня после вывода из Украины российских войск? Или они должны навсегда там встать гарнизонами на территории больше, чем Франции? Возникает логичный вопрос, можно ли вообще в принципе победить в этой войне? И ответ очевиден. Нет, нельзя. В этой войне не будет победы России или Путина. Важно понимать, что и Россия как государство, и жители России будут нести ответственность за эту войну, и наказания избежать не удастся. Ядерное оружие не спасет. Страна с экономикой размером в 1,5 мирового ВВП не может развязать в Европе большую войну и остаться каким-то человекообразным государством. С довольно немалой вероятностью война и разрушение придут в наши города. Это могут быть как ядерные удары, которые сейчас вполне возможны, учитывая настроение руководства нашей страны, и то, что войну в Украине выиграть не удается, так и просто обнищание, прекращение нормального функционирования жизни, или распад страны, или гражданская война. Что-то из этого всего будет. В 21 веке бедная страна не может вести таких войн. Голосование в ООН показало, что у нас есть 4 союзника. По факту, оккупированная уже Беларусь, Эритрея, Сирия и Северная Корея. Ситуация однозначна, и эта история в любом случае закончится для России плохо. Важно, когда и насколько. Все-таки десятилетия жизни в нищете из-за рухнувшей экономики и выплаты репараций – это плохо, но ядерная война – это намного хуже. У всей этой ситуации есть только одно решение. Россия должна немедленно вывести все свои войска из Украины, безоговорочно это сделать, и начать переговоры о репарациях за нанесенный ущерб, который, кстати, мы неизбежно будем выплачивать Украине много лет. Необходимо арестовать и судить тех, кто развязал эту войну и кто отдавал приказы бомбить мирные города. Только так мы начнем вылезать из той огромной ямы, в которую мы залезли. Вылезать из нее мы будем десятилетия, но начать придется именно с этого. Вот такой сегодня видос. Я видел вчера несколько запросов, как помочь нашей редакции. Можно через спонсорство на Ютубе, а можно еще через Patreon. Я специально его открыл, были вопросы. Если хотите, подпишитесь, ссылка внизу. До завтра.